ролик сейчас начнется, я просто вам хочу сказать очень сильно важное сообщение, которое не может ждать до завтра. Проще говоря, у меня есть YouTube канал, и мне нужна ваша поддержка. Те, кто, ребята, с России меня смотрят, мне там не хватает вашей поддержки, ребята, ваших лайков, ваших комментов. Поэтому я ссылочку здесь оставлю в описании. Подписывайтесь, пожалуйста, скоро туда будут выходить ролики, а именно с 1 мая. Почти каждые 2 дня я буду туда тоже публиковать контент. Мне очень сильно будет нужна реально каждый ваш лайк, каждая поддержка. Очень сильно будет продвигать мой канал. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Здесь ссылка будет либо на ролик сразу, либо на канал. Спасибо большое. Погнали. Привет, 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 привет. Всем привет, ребята. Как ваше настроение, как ваши дела? Сегодня я вам покажу ASMR с моим новым триггером. Вообще, я должен был вам его показать еще очень давно, но руки дошли только сейчас. Поэтому ставьте, ребята, лайки. Кто еще не подписан на канал, ребята, подписывайтесь. Ну, давайте я вам покажу. Короче, это мне подарили на день рождения. Вот такой вот триггер. Вы скажете, типа, Антошка, что это за фигня? Короче, кто был на стриме еще тогда, когда я показывал свои подарки, тот знает, что это за штука. Ну а те, кто в первый раз это видит, сейчас я вам все объясню. Это вот такая вот, типа, портативная станция для полного релакса. Здесь, ну, я даже не знаю, как объяснить. Здесь, короче, есть абсолютно все. Шум дождя, звук костра, визуализация самого костра, звук кваканья лягушки. Вы когда-нибудь слышали, как квакает лягушка? Вот, ну, вообще, наверное, слышали, да? Но именно, чтобы послушать через наушники, через запись микрофона, наверное, нет. Короче, внутри, это типа идет воздухоувлажнитель, внутри уже залита вода. Вот, я сейчас потряс, типа, показал, да, что там есть вода. Давайте немножко переместимся на другой ракурс, где я ее подключу и послушаем все эти звуки. Вот, и вы уже как раз таки, пожалуйста, напишите в комментариях, какой именно из звуков вам больше всего понравится. Вот, здесь много режимов, рассказывать долго не буду. Давайте переместимся. Ну что, вот так вот мы сюда перемещаемся, вот на такой ракурс. Вот так вот выглядит вблизи само это устройство. Здесь много режимов, много кнопочек. Сейчас все это, ребят, понажимаем, все это вы послушайте и кайфанете. Начнем, я даже не знаю, может быть, с дождя или с грома. Что ж, давайте подключим через провод. Вот такой вот компу. Так, ну что, я все здесь подсоединил, все подключил. Давайте проверять. Нам нужно нажать на вот эту кнопочку. Включение у нас светится здесь какая-то штука. О чем она нам говорит, я фиг его, если честно, знает. Ну а то, что она у нас сейчас включилась. Дальше, какой моментик? У нас здесь вот есть такая вот типа подсветка. Мы на нее нажимаем. И у нас включается очень, блин, красивый вот здесь вот свет. Как будто бы надо немножко вид сверху сделать, да? Я вот так вот смотрю и прям хочется это сделать. Так, наверное, вот так вот хочется сделать, чтобы немножко было видно вот эту вот красоту. Ну что ж, смотрите, включаем сейчас воздухоувлажнитель. Вот этой вот кнопочкой сейчас я вам покажу. Вот она у нас. Вот эта кнопка, она включает, по-моему, воздухоувлажнитель. Да, вот он начинает разгоняться. И здесь пойдет сейчас небольшой такой дымок и звук воды. Слышите? Теперь давайте включим звук, я не знаю, например, дождя какого-нибудь. И выключим свет. Давайте свет офнем. Вот. Вообще, здесь
звук подходит, наверное, больше для костра. Давайте включим звук костра. Так, это я птичек включил, вот. Вот. И включим вот эту вот темку. Так вот прикольно звучит, нет? Красиво смотрится. Единственное, что мне здесь немножко не нравится, то что здесь нет выбора скорости звука самого моторчика, он очень громкий. Но в принципе послушать, например, как вот звучит сейчас костер, например, прикольно, да? Какой? Еще здесь есть режим. Вот здесь вот есть какая-то молния или что это такое? Давайте послушаем, как звучит. Ну это такая чисто мелодия для сна. Да, это мелодия для сна. Дальше у нас идет гром какой-то. Такое, это даже не расслабляет, это какой-то напрягает, как будто бы. Так, дальше вот это вот что такое? Что это такое? Есть такое специальное устройство, по нему нужно стукать, и там такой звук издает. Вот это я, кстати, помню. Так, дальше это у нас водичка с птицами. Как будто мы находимся на берегу моря где-то, да? Так, это костер. Это вы уже слышали, это костер. Это водичка. Это лягушки. Во, лягушки квакают. Так, это улитка. Это не улитка. Это птичка, это не улитка, это птичка. Короче, здесь можно все комбинировать. Например, я хочу добавить водички. Добавить чуть-чуть лягушек. И пение птиц. Нет, пение птиц надо убрать. Вот на таком моментике можно, конечно, как будто бы слушать очень-очень долго. Можно даже, знаете, лягушку убавить. Или бы просто водичку оставить, да, просто ее прибавить. И вот было бы круто, если бы добавить воздухоувлажнитель, но он звучит очень громко. Но давайте чуть-чуть добавим. Чуть-чуть для визуализации. Очень громкий звук именно у моторчика, прям вот реально. Он как будто бы хочет очень сильно разогнаться. Поэтому можно просто слушать вот такой вот просто звук. Чисто звук водицы на фоне.
А что если добавить костер? Давайте миксовать. Что если добавить костер? Где он у нас здесь? В принципе, прикольно. В принципе, вот такая вот штука. Можно заснять часовой звук вот этой вот самой аппаратуры, как течет вода, или как горит, например, костер, либо просто оставлять его как будто бы на фоне и что-то делать, какие-то триггеры делать. Типа просто оставить на фоне. Например, делаем вот так. Оставляем костер и просто рассказываю какую-то вам, например, свою историю из жизни. Короче, было прикольно, наверное, под звуки костра рассказать вам какую-то историю, например. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Так, давайте переместимся на другой ракурс. Ну что, вот такая вот у нас прикольная штука получилась. Я надеюсь, она вам понравилась. Напишите в комментариях, как ее можно использовать получше. И, не знаю, например, поставить на фоне звук костра и делать, например, спички. То есть зажигать. То есть звук будет спичек. На фоне костер, плюс я буду визуализацию делать спичками, может быть, тоже будет прикольно. Или звук дождя, звук воды, делать дождик в этот момент. Напишите, с чем эта штука будет сочетаться. Вот такой вот у меня появился новый триггер. Возможно, на втором канале я запишу отдельно какие-то звуки. Вы напишите, кстати, сейчас, вот если вы смотрите, напишите, пожалуйста, какие звуки вам больше всего понравились. И я на втором канале сделаю часовую версию с каким-то из триггеров, который больше всего вам здесь понравился. Ну что ж, с вами был я, Антошка из деревни Немножко.